Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу достаточно объемную, супер стильную, эффектную сумку из натуральной рафии. Вяжу я ее с использованием необычной и очень красивой фурнитуры, которая состоит из верхней детали с ручками и нижние детали донышка. В этом видео подробно рассказываю, как и сколько петель набрать на дно, как перейти к вязанию стенок, где и когда делать добавления, чтобы выйти на необходимый объем петель. Далее вывязываем нишу полукругом с одной и с другой стороны соответственно, для того, чтобы моя вязаная деталь подошла к детали ручек. Очень все подробно, понятно, вяжу в 2 сложения нити, но вы можете адаптировать урок и на одно сложение нити, если будете использовать рафию из натуральной целлюлозы. Она плотнее и толще. Эта рафия тонкая, нежная, поэтому вяжу в 2 сложения нити. Подробно рассказываю о всех моментах и тонкостях, прячу нити вместе с вами и соединяю детали. Также на моем канале недавно вышел урок по вязанию самой стильной шляпы клош, так что можно связать целый комплект. Ссылку на этот урок вам добавляю. Все необходимые ссылки и полезная информация, как всегда, есть в описании под этим роликом. Обязательно досмотрите видео до конца. Приступим. Мне потребуется фурнитура как основа моего изделия, ширина детали с ручкой верхней части 40 сантиметров, ширина донышка 22 сантиметра на 10 сантиметров. Я приготовила натуральную пряжу рафию, она мягкая, нежная. Вязать я буду в 2 сложения для того, чтобы работа была быстрой и полотно достаточно плотным. Если вы вяжете из целлюлозной рафии, вяжите в одно сложение, она и так жесткая, вам будет достаточно ее жесткости, и вы облегчите себе работу. Приготовила крючки 3,5 и 4,5 миллиметра. 3,5 вспомогательный для соединения деталей, 4,5 рабочий, ножницы, сантиметровая лента, клей, карандаш для соединения моей пряжи. У меня 4 мотка по 100 метров. В конце видео я озвучиваю точный расход. Досмотрите ролик до конца, чтобы увидеть результат. Начинаю работу с одной нити. Достаю пряжу с центра намотки. Вот так вот аккуратно. Так пряжа не запутается, не испачкается. Изначально будет храниться в заводском пакете. Сейчас мне нужно пока одно сложение нити. Для декоративной обвязки вставляю крючок, нахожу точку, самую боковую. Можно любую точку, шов будет незаметный. Здесь небольшой запас нити. Вставляю крючок в каждую следующую точку и провязываю соединительную. Здесь подтягиваю и так далее. Не затягиваю, не вяжу очень свободно. Аккуратные стежки в размер расстояния между отверстиями. Так по кругу, точка за точкой. Последнее отверстие и аккуратное соединение обвязки. Вставляю крючок в это отверстие и подхватываю начало нити, запас, вытягиваю его полностью. Здесь аккуратно ввожу крючок под первый стежок обвязки, увожу нить туда и возвращаю в исходную точку, на изнанку. Вот так аккуратно закольцована обвязка. Теперь перехожу к вязанию столбиков и сразу делаю добавления, которые закладывают основу моей сумки. Для гармоничной формы добавки на повороте нужно сделать чаще, по прямой реже. Здесь я нахожу центральную точку, она здесь, и отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 в эту сторону. И от этой точки 1, 2, 3, 4, 5 в эту сторону. В эти 11 точек по повороту от маркера до маркера я провяжу добавление в каждую точку. Здесь через одну, то есть одна одиночная петля, двойная, одиночная, двойная и так далее. И здесь то же самое, симметрично отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 с этой стороны, центральная шестая, и 5 с этой стороны.
То есть вот так ровно на этом повороте подряд добавления и на этом. Возвращаюсь к крючку 3,5 миллиметра. Этот край будет ввязываться в полотно. Вставляю крючок мимо обвязки, отодвигаю петлю, подхватываю рабочую нить, свободно, столбик без накида. Снова в эту же точку столбик без накида. 2 столбика в одну точку, это и есть добавление. Далее снова то же самое. Край начала ввязываю в полотно. Столбик без накида. Следующая точка. Готово. То есть двойной, двойной. Вот здесь от маркера до маркера они все двойные. 11 подряд с добавлениями. Теперь до следующего маркера, как и планировала, добавление реже. То есть сначала отверстие без добавления, одно отверстие, один столбик. Следующая точка с добавлением. Первый столбик, сюда же второй. Снова без добавления. И так чередую до этого маркера. В маркированную уже провязываю 2. С ней вместе 11 подряд с добавлениями. И тут точно так же чередую добавки. Круг завершается в начале ряда. Круг обвязки и выход на необходимое количество рядов завершен. Еще раз обращаю ваше внимание. 11 подряд по 2 с этой стороны. Далее идет чередование 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. То есть тут 5 двойных по этой стороне через одну. Здесь, соответственно, то же самое. И снова здесь на повороте 11 двойных. У меня получилось в круг 76 столбиков. Я делаю соединение, из ряда в ряд оно будет одинаково. Вытягиваю петлю больше обычной. В первую кромочную точку вставляю крючок с изнанки, увожу петлю на изнанку. Здесь очень аккуратно и внимательно. Мне нужно ввести вторую нить, так как вязать далее я буду в 2 сложения нити. Обвязка и подготовка закончена. Беру другой моток, вынимаю нить точно так же из центра намотки, прикладываю здесь, вставляю крючок в соединение, набрасываю уведенную петлю на крючок для ее фиксации, подхватываю в 2 сложения нити пряжу и вывожу на лицо. Здесь мне нужно перейти на крючок 4,5 миллиметра. Так, сейчас еще 1 минута. Подхватываю, вывожу. Провязываю столбик без накида. Здесь все подтягиваю, поправляю. Этот край начала, который остался от ввода нити, ввязываю в полотно. Угу. Готово. Вставляю крючок в следующую точку за обе дужки кромочной косы, столбик без накида. Далее следующая точка, столбик без накида. Этот ряд сейчас будет идти без добавлений, без убавлений. 76 точек, соответственно 76 столбиков по кругу за обе дужки и столбик. Нить достаточно пышная, ложится хорошо, предварительно ее отпаривать не нужно, только уже по факту связанного изделия. Это очень удобно. Здесь подхватываю и продолжаю вязать столбики по кругу до начала ряда. Соединение рядов по аналогии. Вытягиваю нить, вставляю крючок в первую кромочную точку, увожу вытянутую петлю на изнанку. Достаточно свободно, чтобы в точке соединения рядов не было никакого напряжения. Теперь вставляю крючок в соединение, набрасываю уведенную петлю на крючок и формирую столбик на следующий ряд. Вот так, непринужденно, без перетяжки.
С этого момента мне нужно будет делать добавление для того, чтобы край моего изделия соответствовал ручкам, к которым я планирую прийти. Вот сейчас у меня 76 петель в круг. Мне нужно будет со следующего ряда в каждом ряду добавлять всего лишь 2 столбика. Один на одном повороте и один на другом повороте. Но если я буду делать добавление в одной и той же точке, у меня будет узор этого добавления виден. И тогда он будет идти в одну сторону с наклоном, плюс визуализироваться. Я хочу, чтобы он был незаметен, поэтому каждый раз с этого ряда я буду делать добавку с небольшим разбегом. Вот сейчас делаю ровно на вершинах поворота, здесь и здесь. И каждый раз эту точку буду переносить следующим образом. Вот я вышла на вязание этого ряда, провязываю следующий столбик, маркированная точка, удаляю маркер, столбик, в эту же точку она была маркирована, добавка, то есть провязываю второй столбик. Далее по одному столбику в одну точку до следующего маркера. Добавления не стремительные, всего лишь по 2 добавки на круг. И вот на следующий ряд я маркирую в стороне, не над этим добавлением, не рядом, а немножко в стороне, вот с этой стороны. Фиксирую маркер, в следующем ряду добавлю здесь. Соответственно, следующий ряд здесь сместится в противоположную точку, вот чтобы они были равно удалены. Далее, следующий третий ряд добавлю где-то с этой стороны, но не выхожу за рамки поворота. Вот так для себя помечаю, 5 сантиметров где-то поворот по полотну. И вот каждый раз середина, слева, справа, середина, слева, справа, середина. Так по ходу роста количества рядов. Сейчас у меня провязано полными рядами 14,5 сантиметров глубины. Вот, до обвязки, до моего донышка. Получается, у меня был один ряд без добавлений. Со следующего ряда провязано 18 рядов. В каждом ряду я делала одно добавление с одной стороны и одно с противоположной по повороту. Соответственно, я сделала 36 добавлений. Сейчас у меня в круг 112 петель. Вот как эти добавления выглядят, промаркировано. То есть я нахожусь в рамках поворота, далеко не ухожу. Они не очень-то сильно визуализируются. Здесь немного визуализируется только соединение ряда. И вот насколько рандомно. Если в этом ряду я делаю здесь добавку, здесь я ухожу влево, возвращаюсь в центр, вправо, влево, в центр и так далее. Здесь я для наглядности для вас маркировала. Вот 18 рядов я делала добавление, одно добавление на поворот. По этой стороне я уже маркеры удалила, добавки достаточно сглажено, не визуализируются. Мне это и нужно. Сейчас у меня идет следующий 19 ряд после 18 с добавлениями. И с этого ряда, с 19 ряда или с 20, если считать полностью с нулевым, так сказать, это 20 ряд, уже не делаю добавлений. Вот у меня есть 112 петель в круг, они сохраняются. Мне нужно навязать глубину небольшую. Как я эти 112 петель, как я к ним пришла? Вот ширина полностью соответствует верхней части, то есть немножко тут запас, загиб, можно в сантиметрах померить обхват с этой точки, но нужно делать поправку на то, что обхват этот внешний, а соединять я хочу стык в стык. Вот здесь получается 82 сантиметра. И здесь, соответственно, по основанию у меня 40 сантиметров. Но здесь делаю поправку, что я внешний обхват мерила. Эта деталь хорошо впишется в эту. Мне осталось вывязать лишь нишу.
вот этот полукруг, полусферу укороченными рядами. Но перед нишей я хочу связать несколько рядов без добавлений. Во-первых, выровняться. Во-вторых, навязать глубину. Немножко поглубже хочется изделия. Все, сейчас несколько рядов. Маркирую эту точку, чтобы понимать, сколько рядов связано без добавок. И продолжаю. Я провязала 3 ряда без добавлений. И здесь, в этой точке, где бы ни закончился ваш ряд, прерывайте нить, вытягивайте петлю и соединяйте в первую кромочную, увожу и возвращаю в исходную точку. Край можно сейчас не прятать, а обвязать его следующим рядом в полотно. Удаляю маркер, который маркировал первый ряд без добавления, и вставляю равно удаленные маркеры, которые поднимаются точно из центра моего донышка по повороту здесь и с этой стороны соответственно. Я вставила маркеры и проверяю себя на мои 112 петель. 1, 2 маркирована, остается 110 петель, по 55 петель с одной и с другой стороны. То есть просчитываю, проверяю себя вот так. Эти точки маркированные впоследствии совпадут с этой точкой здесь. Я прикладываю свою заготовку к моей сумке. И здесь сейчас нужно вывязывать ступени, вот эту нишу полукругом. Я отступаю буквально 2 петли и в третью начинаю вязать с этой стороны, соответственно. Вот она, маркированная точка, 1, 2. В третью начнется здесь ряд. И с этой стороны, соответственно, 1, 2, в третью он закончится. То есть эта ниша полностью отцентрована. Ряд начинаю вязать также в 2 нити. Вынимаю маркер, подтягиваю, вставляю. Здесь и край начала, и край конца вяжется в полотно. Подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю на текущий короткий ряд. Все, готово. Здесь все подхватываю. Следующая точка за обе дужки. Узор полотна не меняется. И провязываю столбик. Вот так это выглядит. Следующая точка. И провязываю. Я подхожу к маркированной точке и провязываю последний столбик, не доходя до нее. Уже укоротила нить. Вытягиваю эту нить полностью. И в эту точку маркированную провязывается не столбик, а соединение укороченной нитью. Вот так. Здесь сглаживается по примеру, как здесь. И возвращается этот край нити в исходную точку, на изнанку. Вот так выглядит соединение. Эта петля маркированная тоже задействована, но в нее не провязан фактически столбик, а соединение, сглаживание края. Здесь можно прям максимально укоротить нить. Я подклеиваю одну к другой. И этот край вяжется в полотно следующим рядом. Вот я провожу его сюда, он будет вязан. Теперь снова ступеньками плавными мне нужно повторить этот изгиб. И для себя я наметила, что ступенька в 2 петли вполне достаточно. С этой стороны снова одна, вот она ступень, начало короткого ряда, 1, 2 точка. В третью точку начнется ряд. Столбик, столбик, сразу точка. И здесь, соответственно, закончится столбик, столбик. Сюда закончится и будет такое же плавное соединение. То есть соединение будет провязано уже вот в эту маркированную точку. Последний столбик, не доходя до маркера, одну точку. Вот так получается. И начинаю вязать ряд точно так же от нового мотка.
Удаляю маркер, вставляю крючок, протягиваю, фиксирую начало, первый столбик, следующая точка, ввязываю в полотно край начала, можно подклеивать, не ввязывать слишком длинно, а лучше надежно подклеить. И так иду до следующего маркера. Так я навязываю короткие ряды шагом 2 столбика ступенями. Здесь и здесь соответственно просчитываю 2 столбика, маркирую, и в этот маркер будет вот такое соединение, то есть последний столбик, чтобы ступени были одинаковые. Подходит к концу второй короткий ряд, вот оставленный край, сейчас ввязываю этим рядом внутрь. Он прячется. Здесь также можно подклеивать. Дошла до маркера. В маркер идет соединение. Укорачиваю нить достаточно сильно. Вытягиваю ее. Удаляю маркер. Провожу в эту точку маркированную нить. Возвращаю ее в исходную точку, на изнанку. Снова этот край вяжется в следующем ряду. Вот так. Ступени соответствуют ступеням с этой стороны. Слежу, вот, чтобы они не были более стремительные или более покатые. Вот они примерно одинаковые. Подклеиваю вот с этой стороны. Здесь уже начнется ввязывание. И то же самое делаю на следующий ряд. Начало. Первый столбик, второй столбик, начало ряда. Первый столбик, второй столбик, сюда будет соединение. Последний столбик будет в предыдущую точку. Так ряд за рядом. Постоянно примеряю ручку. Сейчас у меня провязано 6 коротких рядов со ступенькой по 2 столбика с краю, с одной и с другой стороны. Я прикладываю свою заготовку. Какие-то неровности или погрешности можно будет также выправить во время отпаривания деталей. И вот здесь мне хочется еще более стремительный шаг сделать. Я сделаю следующую ступень с разбегом в 3 столбика. То есть первый 1, 2, 3, следующая точка. И с этой стороны, соответственно, симметрично 1, 2, 3. Вот в эту точку будет соединение. Вот настолько уже короткий ряд. Вяжу 7 ряд. Получилось, что 5 рядов 1, 2, 3, 4, 5 было провязано со ступенью в 2 столбика отступ от одного от другого края и 1, 2, 3, 4 ряда со ступенью 3 столбика от края. Вот такой вот у меня получился изгиб. Примеряюсь к своему изделию. Напоминаю, маркированные точки должны совпасть с крайними точками. Какая-то мелкая погрешность уйдет при обвязке края. Вот здесь все сгладится. Плюс будет еще отпаривание. Все, ниша с одной стороны у меня готова. Точно такую же нишу, маркируя эти точки 1, 2 сюда, провязываю с этой стороны 1, 2 сюда. Готово. С одной и с другой стороны у меня вывязана одинаковая ниша. Она более-менее на глаз подходит. И теперь я перехожу к обвязке. То есть уравнять все углы, все ступени. Все это мне сейчас нужно сделать. Здесь я маркирую точку начала обвязки. В этой точке эта обвязка и должна закончиться. И также за обе дужки столбиками без накида я начинаю провязывать. Один столбик за обе дужки одной петли. Вот здесь, когда лестница сходит вниз, я просто перехожу на следующую дужку и продолжаю точка за точкой. Соответственно, здесь в
кромочные точки, здесь у меня пойдет обвязка. Тут буду подниматься точно так же по этим петлям, столбикам до этой стороны. Обвязка закончится намеченной маркером точки. У меня заканчивается ряд обвязки, остается 3 точки. Перехожу на соединительный, чтобы понизить ряд. 1, 2, укорачиваю, вытягиваю, и вот в последнюю точку уже делаю соединение ряда, увожу нить наизнанку, где можно спрятать в глубину. Вот так сгладилась и эта точка. Сейчас я иду на отпаривание деталей. Думаю, будет вау-эффект. Сумочка приобретет форму. Здесь я все сразу поправляю и хорошенько отпариваю, прикладывая свою верхнюю часть. Верхнюю часть обработаю в одно сложение нити, как я это делала при начале вязания. У меня здесь сейчас количество точек не совпадает с количеством отверстий, но я буду отталкиваться лишь от боковых точек. Сейчас переставлю маркеры, немножко сместив относительно верха. А остальное буду подгонять и по количеству, и по внешнему виду. Обвязываю эту деталь обычными столбиками без накида. Фиксирую край, провязываю столбик и так поэтапно. Каждая следующая точка новый столбик. Здесь можно сразу добавить необходимое количество петель. Я уже просчитала, отверстий у меня 86, точек по кромке 112. Вот мне необходимо добавить разницу 26 раз провязать в отверстие по 2 столбика. Это примерно каждая третья, кое-где каждая четвертая точка. Вот здесь третья точка, в нее сразу провязываю 2 столбика и так далее, чтобы выйти на необходимое количество петель равномерно. После отпаривания моя основа сумки преобразилась, прекрасно держит форму, имеет красивую ровную фактуру. Я смоделировала то, что мне нужно по верхней кромке со всех сторон, и уже обвязала часть с ручкой. У меня 112 кромочных точек здесь и, соответственно, 112 здесь. Здесь я работаю в одну петлю, чтобы не утолщать. Делаю соединение ряда, немножко подтягиваю. И здесь буду сейчас соединять как бы вязаная часть немножко сверху. То есть мне нужно зайти в эту точку, которую я наметила как боковая, с этой стороны крючком 3,5 миллиметра. И, соответственно, вот эта точка. Я подхватываю рабочую нить, которая у меня не была прервана. Эту петлю, вводя наизнанку, вывожу в эту точку. Мне нужно соединить намеченную точку с боковой вершиной. Вот эта точка, здесь боковая вершина, вот, за обе дужки кромочной косы. Набрасываю на крючок и с помощью рабочей нити притягиваю верхнюю часть сумки к нижней. Дальше по очереди обе дужки здесь, обе дужки здесь. Притягиваю соединительное. Все то же самое. Не затягиваю этот шов, чтобы он был достаточно свободный. Просто соединяет две детали. Больше не несет никакой нагрузки. Вот так аккуратно прохожусь точка в точку. Здесь у меня, соответственно, должна совпасть маркированная точка с этой точкой. У меня остается последняя точка. В нее также протягиваю соединительную. Уже укоротила нить. И по аналогии со всеми другими соединениями провожу
следующую петлю, увожу наизнанку и прячу. Еще раз хорошенько пропариваю изделие и шов, который только что проложила. Моя сумка готова. В итоге у меня потрачено 5 мотков по 100 метров. Вязала я в 2 нити, то есть 250 погонных метров пряжи мне потребовалось. Сумочка стильная, вместительная, в нее не требуется подкладка, только по вашему желанию. Итоговые размеры, конечно же, зависят от размеров фурнитуры. Ширина изделия 40-42 сантиметра. Глубина от ручек 34 сантиметра. Эффективная глубина 29 сантиметров. На моем канале связана шляпа под эту сумку. Очень стильная и эффектная. Видеоурок вам прикрепляю. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных видео. Всем пока!